21. Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Продолжаем эфиры. И у нас сегодня в гостях Сергей Удовик. Мы продолжим серию исторических эфиров, посвященную СССР, международной обстановке в... Скорее УССР тут и... СССР. Да. В 20-е годы. И, да. собственно говоря, какая-то 20-я часть? 21-я. 21-я. Очко. Очко, да. Ну, в прошлой там рассказывала власть голодранцев, да, как это самое в селе раскол делали. И, короче, мы сейчас вводим все эти вещи, как оно все происходило по направлениям, чтобы понять вот этот, как называется сейчас, идеальный шторм, который произошел в 1932-1933 году, который привел к Голодомору. Что эти вещи так просто не случаются. И вот эти факторы, они, как бы с разных сторон мы к ним подходим. И вот в 25-м году еще все было нормально и с экономикой, и строили в экономической политике такое эволюционное развитие. Причем экономисты были очень сильные тогда в этом СССР. Вот даже пример Кондратьев, который циклы, он, вот это же его знаменитые циклы Кондратьева, он разрабатывал планы. Тот же Вернадский, вот эти Галрой, все, короче, мощно как бы интеллектуально было, и вот этих Сокольников там по финансовой реформе. В общем, все вроде бы было хорошо. И вот в 26-м году вдруг полезли всякие проблемы. И первая проблема началась с резкого изменения международной обстановки, когда 12 мая 26 года Józef Пилсудский, вот дай первую картинку, осуществил в Польше военный переворот. Он назначил на должность президента Игнация Мостицкого, считалось президент это высшее, но сам не стал президентом, а занял пост военного министра, и фактически у него так получилась такая мягкая диктатура. Мы в этот переворот не будем лезть, потому что там это уж он там в Польше изучен вдоль и поперек, но в принципе Пилсудский получил поддержку, потому что там Польша погрязала в это время в коррупции и в анархии. То есть там вот эти партии друг с друга коцались, короче, экономика падала, и все были недовольны. И, в общем-то, смотрели на Пилсудского как человека, который может какой-то твердой рукой навести какой-то порядок. А Пилсудский начал реализовывать свою польскую такую геополитическую доктрину, от моря до моря, и, которая подразумевала восстановление Польши в границах 1772 года. Дай вторую карту. Вот эта Польша такая, как она была после Первой мировой войны. Вот красным это очерчено, а синенькое это то, что сейчас вот эти самые, современная Польша. И третью дай картинку. Третью это очень интересно, где сколько вот поляки, белорусы, украинцы, немцы, то есть она была очень такая пятнистая с точки зрения этнографического фактора. Вот. И камнем преткновения был Данциг. Данциг, он не подчинялся ни Польше, ни Германии. Это же отрезали у Германии вот эти Схидна-Пруссия от Германии. Там. Дело в том, что Данциг перешел под Лигу наций. То есть он как бы под Лигой наций был. Но поляки на него претендовали, и немцы претендовали. В общем-то, для Пилсудского Восточная Галиция и Волынь всегда вот то, что вот в Украине, это всегда было Малой Польшей. Малой Польшей не потому, что маленькая, как ядерная, вот то, что как Малая Россия, о чем мы раньше говорили. И вот тогда Пилсудский создает в Париже Лигу Прометея,
то есть это Лига угнетенных народов России, и основными активистами Лиги в Варшаве стали Роман Смальстоцкий, это же там известный по украинскому языку и, в общем, такой деятель, и Владимир Сальский, который из военных. И в меморандум сотрудничества Лиги с Пилсудским входила секретная часть по разработке планов по организации и мобилизации украинской армии как союзника Польши, это в случае, если начнется польско-советская войска. И основная цель Прометея заключалась как раз в расчленении СССР с помощью поддержки вот этих националистических движений различных народов, которые входили в СССР. И эту концепцию Пилсудский предложил еще Японии во время русско-японской войны 1904-1905 годов. И тогда, ее, чтобы использовать в борьбе с Россией и привлекать для этой борьбы нерусские народы под эгидой свободолюбивой польской нации. И в состав Прометея вошли представители Украины, Грузии, там, Кавказа, Азербайджана, Туркестана, Карелии, Урала, донских и кубанских казаков, ну, в общем, все эти представители. Тогда, в общем, то, что крутилось тогда в начале, во время гражданской войны. И тогда же для идеологической поддержки этого движения был основан, это при Пилсудском, Восточный институт в Варшаве, который начал выпускать польско-украинский бюллетень, а с 1931 года его деятельность непосредственно контролировалась экспозитурой 2, то есть двойкой. Это, как у поляков это в текстах часто звучит, двойка – это разведка и контрразведка. А она входила во второй отдел Генштаба войска польского. И финансировалась она по линии МИДа и Генштаба. А позже, в 1930 году, по инициативе Бронислава Крыжановского для поддержки прометеевского движения был основан научно-исследовательский институт Восточной Европы в Вильно. И вот есть такая книга, известный исследователь Тимоти Снайдер, по крайней мере, в Украине, и в Ельском он там читает лекции. У него была книжка «Sketches from a Secret War». Ее перевели достаточно недавно на украинский язык. Это «Духи литера», называется «Нариси таємної війни». И там он в ней пишет, как раз он работал по польским архивам, посвящена книжке одному польскому интересной личности, чуть позже про него скажу, родом киевлянином, кстати. И вот он там пишет: важнейшая часть деятельности прометеизма была тайной. Польша, насколько это было возможно, держала в тайне свои союзы с национальными лидерами, предлагая им в то же время существенную помощь. После 1926 года проект координировало доверенное лицо Пилсудского через несколько министерств, не только иностранных дел и обороны, но также и внутренних дел и по линии религии. Также проекту было выделено тайное финансирование, и бюджет прометеевского проекта, распределенный среди вот этих министерств и подразделений, составлял 900 тысяч злотых в 1927 году и вырос до 1 миллиона 450 тысяч злотых в 1932 году. А злоты тогда уже начали поддерживать Польшу Штаты и финансировать, кредитовать его. И злоты тогда приравнивался к швейцарскому франку. То есть, достаточно крепкая валюта была. И в рамках прометеизма Пилсудский организовал сотрудничество с украинцами из УНР. Там часть же много там было, которые тогда бежали и не остались в Украинской Советской Республике. И общее руководство было возложено Пилсудским на генерала Юлиана Стахевича, одного из руководителей польской военной организации. Это организация, которая во время гражданской войны была создана в Польше. Потом ее
ну, она как бы распустилась, по-моему, в 21 году и влилась в польскую армию. И как раз из ее кадров и был сформирован второй отдел вот этой разведки и контрразведки Генштаба. И Снайдер в своей книге приводит структуру, но это как бы нас не очень интересует, это кто интересно так может поизучать это. И польские вот эти разведывательные резидентуры были созданы в Харькове и Киеве. И они были прикреплены к дипмиссиям польским. А резидентура в Киеве была создана в 1928 году. И буквально с первых дней прихода к власти Пилсудский стал готовиться к войне с СССР и Германией за вот этого создания Речи Посполитой. Но понятно, что у него ресурсов тогда не было, что подготовка это ж не то, что он сразу хотел начинать войны. И вот он выдвинул тогда доктрину санации, оздоровления. То, что нуждалась Польша вот, ну, при разобранной ее экономике, и вот начал бороться с коррупцией и с вот этими распрями в политической среде. И он опирался на принцип Парето, что 20%, что элита – это 20% активного населения, и оно должно руководить остальной публикой из 80%, которые будут идти туда, куда поведет элита. И Польшу тогда поддерживала Франция, а Франция поддерживала Польшу как такой сдерживающий фактор против Германии, против СССР. И Пилсудский собирался, тоже претендовал на немецкую Нижнюю Силезию и Верхнюю Силезию, ну и также, опять то, что я сказал, на Гданьск. Но самые у него большие аппетиты относились к Украине. И дело в том, что Германия тогда была очень слаба, и, в общем-то, после этих Первой мировой войны ее так обложили всякими налогами и контрибуциями и всем, что она еле, так сказать, выползала из глубокой депрессии, особенно там 23-й год. Полная катастрофа была в Германии. И вот Снайдер пишет в своей книжке: в величайшем секрете 28 февраля 27 года на польской территории была восстановлена армия Украинской Народной Республики. И основными целями украинского генштаба была быстрая вербовка и обучение вооруженных сил и создание в советской Украине условий, благоприятных для вторжения извне. И штаб состоял из 3 секций. Первая секция, которой командовал Павел Шандрюк, отвечала за планирование войны. Она набирала и вносила в списки действительных и возможных украинских офицеров и солдат, пересматривала планы по мобилизации для новой войны с Советским Союзом. Планирование войны включало план оккупации Советской Украины. Вторая секция отвечала за разведку и контрразведку. Ее основным заданием была организация тайных ячеек в Советской Украине на запад от Киева. И в случае войны должны были использоваться надежные люди. Также предполагалось доставлять украинских агентов из Польши в Украину. А третья секция отвечала за создание пропаганды, которая должна была распространяться по советскую сторону границы. К тому времени второй департамент учредил в Советской Украине нелегальную разведывательную резидентуру под кодовым названием «Гетман». Ее возглавил украинский специалист в области разведки Микола Чеботарев. И хотя украинская вторая секция финансировалась польским вторым отделом, их интересы отнюдь не были одинаковые. Ну, понятно, что эти УНРовцы под этим видом хотели потом укрепиться и если в процессе войны захватить себе власть, а Пилсудский в своих интересах это делал. По крайней мере, Варшава восстановила украинскую армию для своих собственных целей. И лидеры УНР хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы свою жизнь политическую продлить. И вот в этом свете
когда убийство 25 мая в Париже Симона Петлюра, а надо же помнить, что 12 мая был переворот, так, ну, фактов нету. Да, в Польше. И убийство, ну, в Париже Петлюры, это, думаю, что, в общем-то, вещи связанные. И еще дальше мы увидим, что тут не просто так, что, по всей видимости, надо было убрать Петлюру из того, что при Пилсудском он бы начинал становиться такой фигурой символической, потому что толку-то Петлюра как этот политический деятель была очень слабая. И Петлюра, в общем-то, вся его деятельность, вот сейчас как раз 100 лет со дня убийства его, всякие вот музеи открылись, выставки, и чествования идут, и все. И он, в общем-то, как флюгер, колебался от одной стороны к другой, третьей. Я вот тут зачитаю, чтобы было понятна общая ситуация. Петлюра 30 июля 2014 года написал программную статью в своей журнале «Война», статья «Война и украинцы». То, чтобы поддержать Россию? Да. И вот фрагмент в идеалах украинцев, и это он по-русски написано в том журнале, который он вел и редактировал, номер 7 «Украинская жизнь». И в идеалах украинцев и практических постулатах украинского общества, начиная с Кирилла Мефодиевского братства и вплоть до наших дней, национальное развитие части украинского народа, вошедшей в состав России, всегда мыслилось в пределах последней и в тесном союзе с народами, населяющими ее. И вот самое главное, сепаратизм мазепинством или австрофильством, как спутниками его, это миф. И существовал лишь в распаленном воображении наиболее непримиримых и наименее отдающих себе отчет в этом мифе противникам украинства. И украинцы выполнят свой долг граждан России в это тяжелое время, ну, война уже началась. И в конце он пишет: о воссоединенному в своих частях украинскому народу, ну, имеется в виду, что Галиция присоединится, открылась бы возможность единения с возрождающейся Россией и населяющимися ее народами, развития ее богатых сил. Это как раз к тому, что вот как он... Потом он колебнулся в сторону немцев, потом французов, потом поляков. Короче, такой деятель очень интересный был. В общем-то, поэтому приход Пилсудского стал одной из причин так называемой военной тревоги в СССР. Советское руководство опасалось, что Пилсудский на общих лозунгах о Речи Посполитой в границах 1972 года не остановится. И тогда же Пилсудский предложил, ну, так сказать, проект конфедеративного государства под названием Междуморье, которое, кроме Польши, включало бы Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию, Украину, Венгрию, Чехию, Румынию, Югославию. В общем, вот этот проект «От моря до моря», который сейчас тоже, ну, как бы реанимирован, как от моря до моря. Или Междуморьем. И разведуправление, это РККА, Красной Армии, посчитало, что в случае мобилизации, объединения вероятных противников, то есть тут только Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния, это, в общем-то, все страны, которые претендовали на определенные земли вот этого созданного СССР, могла бы выставить более 2,5 миллионов человек. При 5750 орудиях, 1160 боевых самолетов, 480 танков и бронеавтомобилей. А численность Красной Армии на 1 января 1927 года составляла всего 670 тысяч человек. 700 устаревших самолетов, 159 танков и бронеавтомобилей, только небольшое превосходство было в орудиях. То есть даже при полной мобилизации на Западном фронте можно было выставить только 1,2 миллиона человек. И, ну, как бы спасало то, что там
эти страны, хотя и не имели территориальные такие интересы к СССР, но они, с другой стороны, боялись доминирования Польши, а у Литвы вообще с Польшей был тогда конфликт из-за Вильна, потому что Вильна попала к Польше, а Литва считала, что это и их город. А надо сказать, что Пилсудский как-то раз в районе Вильна там родился, считал, что чисто польский. Там до сих пор вокруг Вильнюса полно. Ну да, я польский говорю, это ж сложный вопрос. Там и Мицкевич там же этот самый родился. Я там даже фотографировал где-то, то ли Вильна, то ли рядом с Вильно. 24 апреля 1926 года СССР подписал с Веймарской республикой Берлинский договор о дружбе и нейтралитете. Это был такой прорывной момент для Союза. А в сентябре такой же договор был подписан с Литвой. И в этом договоре Москва как раз признавала Вильно за Литвой, а не за Польшей. Конечно, эти договора насторожили Польшу. И во время, под властью Пилсудского Варшава в августе отказалась от предложения полпреда СССР в Варшаве, украинца Петра Войкова, подписать акт о ненападении. Он перед этим готовился, аналогичный, как с Польшей и с Литвой. И тогда Польша как раз переориентировалась с Франции на Англию, позиция, которая в Европе усиливалась, а Англию совсем не устраивала вот эта связь, укрепление связи СССР с Германией. И кроме того, когда пошли вот эти наезды на НЭП и на Троцкого и Зиновьева, они ориентировались, об этом позже, на британские этих этих финансистов. Это у меня гораздо подробнее там в «Красной Мата-Хари» расписано, там 7 и 8 передачи. И вот самое интересное очевидец этих событий, вице-президент ВУАН Сергей Ефремов, который я уже раньше там в других передачах неоднократно цитировал, его просто дневник, кладезь вот этих атмосферы, которая передавала тогда это настроение общества. И вот от 16 сентября 1926 года он записывает: в офиційних кругах уныние воспоследствовало. Чекают на войну с Польшей, а через неї с силой Европу. А 27 марта, чуть позже, уже 27 года он пишет: в Харкові взагалі настрій панічний. Тичина розповідав, це наш знаменитий поет, що в зв'язку з чутками про неминучу війну комуністи там говорять не про оборону, а про те, як би утекти. І серйозно обмірковують усякі плани утікання. И 27 февраля 27 года глава МИД Великобритании, я эти политические тогда не буду, там больше с Китаем связано, это кто хочет, я уже сказал, там «Красной Мата-Хари» может подробно посмотреть, но тогда отправила жесткую ноту Чемберлена, что было связано с этими событиями с Китая, где в общем-то, СССР финансировал китайских коммунистов, они отжали британский бизнес, в общем, пошел мощный такой раскол. И в результате острого политического кризиса произошел разрыв отношений между СССР и Великобританией. И она как раз тогда подключилась и начала создавать антисоветский блок с опорой на Польшу. А в ответ в РСФСР было введено действие тогда знаменитая 58-я статья за контрреволюционную деятельность, а в СССР это была 54-я статья. Это природа, откуда эта статья появилась. И в июне в Варшаве Войков был смертельно ранен и умер через час, и эмиграция тогда стремилась спровоцировать политический кризис для начала войны с СССР. И тут же как раз активизировалась агентура различных стран, и эмигрантские движения, это не только Польши агентура была тут агентура
ну, кого тут только не было, проще сказать. И в результате начали активизироваться во всех республиках и национальных автономиях. И в ответ тогда ГПУ в июне провела до 20 тысяч обысков, арестовала 9 тысяч человек, и тогда же произошли вот эти пограничные инциденты на границе с Китаем и Польшей, а тогда же ОСО-Виахим, это общество содействия авиации и химической промышленности, принял резолюцию о военной подготовке трудящихся. И к тому же тогда произошел разрыв отношений с Гоминданом, что привело к вооруженному конфликту 29 года на КВЖД, на железной дороге. Короче, как началось эти события развиваться. И тогда начальник штаба Красной Армии Тухачевский доложил Совету труда и обороны: ни страна, ни армия к войне не готовы. Промышленность может обеспечить армию патронами лишь на 8% и снарядами на 29%. А 20 декабря 1927 года Тухачевский направил наркому Ворошилову служебную записку о радикальном перевооружении Красной Армии. В результате военный бюджет 1928 года был увеличен почти на треть, до 1 миллиарда рублей. Ну, то есть активизация пошла мощная со всех сторон. И дело в том, что это не только касалось, что вот все стали наезжать на Советский Союз. Дело в том, что все проблемы Первой мировой войны, они фактически не были решены. И они опять полезли, к чему, в общем-то, и получилась Вторая мировая война. Пошли конфликты между США и Британией, потому что из-за рынков сбыта, из-за вот этих колоний. И обострились отношения между Англией, Францией и Италией. А в это время быстро росла Япония. Ну, в общем, короче, мир, ну, как такое в движение пошел, в таких тектонических плит. А тут еще СССР подрывать, ну, помощь Китаю подрывать позиции Великобритании стала. И, в общем-то, все пошла перетурбация. И в этой атмосфере реальной угрозы войны и смены власти также активизировались и внутренние силы. А буржуазия стала, ну, вот это внутри вот Украины и СССР, стала рассчитывать, что власть грохнется Советов, и вернутся ее заводы. И противники ждали ее падения, крестьяне надеялись избавиться от камнезамов и продналогов и начали придерживать продажу зерна. Инфляция ускорилась, и эти закупочные цены не поднимались. И, короче, начался вот такой зерновой кризис, и была введена карточная система выдачи хлеба. Тогда прекратили как раз выпуск серебряных монет, которые печатались в Лондоне. Вот эти вот, что в прошлый раз показывали, там рубли, полтинники серебряные. А в то же время номенклатура и Непманы вроде бы чувствовали себя прекрасно, и такая ситуация привела к обострению вот этой фракционной борьбы. И тогда Зиновьев и Каменев увидели в этом недовольстве возможность сместить сталинскую группировку. И они уже действовали очень плотно, ну как сдружились, и интересы у них полностью совпадать стали. И к ним примкнул Троцкий тогда, и образовалась такая объединенная левая партийная позиция Зиновьева и Троцкого. И они выступили против вот сталинской стратегии построения социализма в одной отдельно взятой стране. А в принципе они действовали, ну, на пользу этих западных финансистов, которым надо было глобально, это я подробно, вот Красный Матахари говорил, рассказывал. А Сталин как бы вырывал вот этот с хорошими запасами Советский Союз из этой системы, и, в принципе, на Западе это совсем не устраивала его стратегия строить
там социализм в отдельно взятой стране. И вот 4-ю картинку покажи. Вот. Зиновьев был связан с английскими финансистами еще через шведского банкира Олафа Ашберга. Это такой очень интересная личность. Тоже я про него там рассказывал. И через него большевики в свое время, вот в начале 20-х, выводили золото и финансы в Европу. И Ашберг на паях с Александром Бронштейном, это братом Троцкого, еще в 22 году организовали первый советский коммерческий банк. И также Зиновьев и Троцкий были главными смотрителями партийных денег, партийных финансов, и они курировали концессии западные. И тут еще курировал этот Красин, но Красин погиб. И тогда, а Красин, он был близок к Сталину. И получилось вот эти все, финансовые дела, они от Сталина стали отходить, западные. Но самое интересное, что Зиновьев славился своей любовью к роскоши, его прозвали «красным барином». Но это не мешало ему возглавить левую позицию, такую радикальную, что всех этих буржуев там прижимать к ногтю. И Сталин снова использовал аппаратные технологии. И во время ожесточенного июльского пленума ЦК и, объединенного и ЦКК 26 года ему удалось вывести Зиновьева из Политбюро за организацию его сторонником, одесситом Лашевичем нелегального собрания. Но чтобы понять, что какой накал тогда, ведь эти все деятели, они были такие опытными революционерами, прожженными такими, с огромным стажем. Для них таких авторитетов, кроме Ленина, не было друг друга. И накал, и все были с мощной такой энергетикой, и накал был такой сильный на пленуме, что у Дзержинского прямо в зале случился сердечный приступ, и он умер. И Сталин потерял, в общем-то, не сторонника, но, по крайней мере, он был очень грамотный, он возглавлял Совет народного хозяйства, как экономист, и толковый, и, в общем-то, союзника очень сильного потерял в его лице. И его место этого Дзержинского занял Рыков. Рыков тоже интеллектуал был, но очень опытный, но не такой с таким политическим мощным бэкграундом. И тогда Сталин для усиления своих позиций пошел на блокировку с правыми. Вот это Бухарин, Рыков и Томский. Бухарин тоже был очень популярный, необычайно, тоже слыл интеллектуалом и даже одно время очень близко дружил со Сталиным. В общем-то, тогда вот такая ситуация пошла, Сталин как бы качнулся вправо. А в лидеры страны выдвинулся, вот 5-ю картинку, и тогда, когда же убрали Зиновьева с главы Интернационала международного, его место занял Бухарин. А в принципе, чтобы тогда, зрители понимали, что вся партийная организация Компартии вот этих большевиков СССР, она формально включалась, была составной частью Международного интернационала. И фактически тот, кто стоял во главе интернационала, тот считался лидером мировым вот этого коммунистического и социалистического движения. То есть фактически для мира Бухарин стал первый. И тогда же в октябре 26 года Сталину, благодаря вот этой комбинации, то, что он пошел на смычку с правыми, удалось исключить из Политбюро Троцкого и Каменева. А на пленуме объединенном вот это ЦК и ЦКК в октябре 27 года вывести Зиновьева и Каменева из состава ЦК. Их на пленуме поддержала супруга Ленина Крупская, но против него тогда хитро сделали ход. Бухарина обожала сестра Ленина Мария Ульянова.
и ее выдвинули выступить против Крупской. И получается, одна родственница, близкая к Ленину, к другой. И она сказала, что та неправильно говорит, на Ленина ссылается. На самом деле все было по-другому. Короче, приглушили Крупскую. Крупская все время была там прозиновьевская. И исход, в общем-то, этой борьбы решила, я уже раньше говорил, украинская делегация. Я рассказывал, когда про украинизацию, как это все происходило там, благодаря Кахановичу и вот этих аппаратной победе. И в результате, вроде бы, в этой аппаратной победе группировка Сталина победила, но у нее победа была шаткая, внешнее давление сильное, а тут рос экономический кризис, внутренний с этим зерном, с ценами, с карточной системой. А левая объединенная вот эта оппозиция Зиновьева-Троцкого не сдавалась, и она решила дать бой Сталину на ноябрьской демонстрации в честь десятилетия октября, то есть перейти на улицу. То есть улица оставалась за ними. И они организовали то, что сейчас называется этой цветной пролетарской революцией, и они опирались на созданную еще Троцким сеть боевиков, которая еще была в 1917 году создана, которые назывались рабочими отрядами, так называемыми. Но технология их создания, это я тоже в «Красной Мате-Харе» тогда рассказывал, что из полукриминальных элементов для запугивания вот этих всяких политических противников, недовольных рабочих, профсоюзов, чтобы держать под контролем улицу. И тогда Зиновьев и Радек поехали в Ленинград для организации вот этой оппозиционной демонстрации. А в Москве левые организовали параллельную демонстрацию возле бывшей гостиницы «Париж» на углу Охотного ряда и Тверской. Это, самый такой центр Москвы. И ее возглавили Глашевич, Смигла и Каменев. И эти рабочие отряды из боевиков с цепями, заточками, дубинками, увлекая так массой недовольное население, а население было наэлектролизовано вот этими всеми ухудшением качества жизни. И под лозунгами, что выгнать Непмана, вернуть лидеров левой оппозиции и снять Сталина с генсека и группировку. Однако Сталин был тоже не промах человеком, тоже с очень большим революционным бэкграундом и с огромным опытом. И он обратился за помощью к шахтерам Донбасса. И здесь очень такая интересная фишка. Они ненавидели, они возглавили колонну регионалов. Это те, что приехали, то есть это ж Москва и Ленинград вроде за оппозицией оставалось, а регионалы шли правительственной этой демонстрации. И ранее их возглавлял Артем Сергеев, о чем я рассказывал в прошлой передаче, что шахтеры люто ненавидели Троцкого, которого считали, что он виновным в гибели Артема. Тогда, когда непонятная катастрофа поезда, камни откуда-то, которые, как Дзержинский сказал, камни с неба не падают. В общем-то, тогда замяли расследование катастрофы, но слухи остались. И вот во время демонстрации схлестнулись две колонны, так называемые рабочие отряды Троцкого-Зиновьева с дубинками, трубами, кастетами, все, и встретили вот эту шахтеров. А шахтеры взяли с мостовой булыжники и с разобранной, и начали в них метать эти булыжники, и пошли, боевики не ожидали такого напора и разбежались. И группировка Сталина держала победу, и, в общем-то, улица осталась за ними. И вот шестую картинку дай. Вот тогда как раз Иван Шадр создал в это время знаменитую вот эту скульптуру «Булыжник. Оружие пролетариата». Вот это было связано с вот этой демонстрацией, которая, так сказать, история вот этой знаменитой скульптуры.
После этого ноябрьский пленум 27 года, это уже чуть позже вот это праздника ноября, исключил Троцкого из Зиновьевой партии, Каменева и Раковского из ЦК. И опять это настолько была вот эта накалена обстановка, что один из основных сторонников Троцкого, Адольф Иоффе, закончил жизнь самоубийством. Так что оно не просто так все происходило. И окончательное разгромное поражение левая оппозиция потерпела уже на 15-м съезде ВКПБ, это в декабре 27 года, уже на месяц позже, где из нее из ВКБ исключили 75 видных оппозиционеров, включая Каменева вообще из партии. Каменева, Лашевича, Радека. А в январе 28 года, после Нового года, Троцкого выселили из квартиры в Кремле. Он страшно сопротивлялся. И буквально силой посадили его в вагон и принудительно выслали в Алмату, чтобы там не мутил. И по этим событиям Сергей Ефремов, опять-таки, в своих записных дневнике написал: «Моисей вывел жидів з Египту, а Сталин с Политбюро». Это как у нас восприняли все эти события. И свержение левых оппозиционеров, связанных с западными финансовыми капиталами, стало вот первым фактором срыва угрозы войны, потому что те опирались на вот эту политическую верхушку, которая в случае войны тогда могла бы на смычке идти с британскими финансистами и вот западными. И тогда именно на вот этом 15-м съезде партии, я уже раньше говорил, что было принято решение о начале форсированного строительства тяжелой промышленности и ускоренной коллективизации. Потому что понятно, что такая угроза вообще войны, и когда оно все хилое, и экономика, и все, надо было уже не эволюционными методами, а радикальными это все ускорять. А в это время вот эти в кризисных условиях как раз активизировалась польская разведка. Она вот использовала и эти прометеевское движение, и возможности вот эмигрантской петлюровской УНР, и многочисленную польскую диаспору в Украинской Советской Социалистической Республике. Я же уже тоже раньше в передачах рассказывал, что тут автономные даже округа были польские, с польскими газетами, журналами, и театры были польские вплоть до 30-го года. Даже в Киеве польский театр был. И тогда вот продвижение поляков началось в 20-е годы. Польская агентура проникла в Красную армию через Московскую школу красных коммунаров. Ну и, в общем-то, вот эта вся польская такая сеть стала хорошей такой средой для работы польской двойки. И Снайдер пишет: начиная с 1928 года петлюровские агенты из Польши, несомненно, выполнили десятки заданий и распространили тысячи листовок. Через границу были переправлены большие группы, включая группу диверсантов. В марте 30-го года отпечатки пальцев этих польских радикалов были везде. Советский Союз разрушил польскую сеть, созданную вторым департаментом советской в Украине в 1929 году. И хотя 30-й год видел много успехов в разведке, ГПУ задерживало все больше украинских агентов Польши. И фактически вот эта эффективная контрразведывательная деятельность ГПУ стала вторым фактором, что подорвало вот эту среду нелегальную, которая готовилась для того, если будет вооруженное наступление. И Снайдер приводит сообщение польских агентов о том, что студенческая сеть в Киеве разгромлена. Аресты 1929 года значительно уменьшили число информаторов в Умане, Киеве, Днепре, Зиновьевске, это Крапивницком сейчас, и Шепетовке. И здесь как раз вот, можно сразу сравнить с тем процессом над спилкой вызволения Украины, что он не такой эффективный был. И тогда же из студенческого крыла Союза украинской молодежи.
что он не был сфальсифицированным Сталиным, но понятно, что там многие фигуры были притянуты как искусственно, как в политических целях. И вот здесь интересно, вот опять знаковая фигура показательная, что такая яркая личность Генрих Юзевский, 7-я картинка. Это как раз ему посвящена вот эта книга Снайдера. Он родился в Киеве, окончил первую гимназию и в 1914 году физмат университета Святого Владимира. Он обучался живописи у своей тетки-художницы, у нее мастерская была на Андреевском спуске. И он, кстати, неплохой живописец, и сохранились его работы. И он был одним из основателей подпольной организации «Днепр», которая вошла в состав польской военной организации, которая еще во время тогда революции и гражданской войны тут действовала. И вскоре стал одним из ее руководителей, а с августа 19 года он возглавил в Киеве польскую резидентуру 3-й Восточной команды, которая из Киева создавала разведгруппы по всей Украине и России. А в 2020 году ЧК разгромила эту 3-ю команду и казнила 108 членов организации, в том числе его Шурина Болевского. И примечательно, что тогда как раз ВЧК возглавлял поляк Дзержинский, отец которого, кстати, преподавал математику Антону Чехову. Тут получилось одни поляки с одной стороны, другие поляки с другой стороны. А в декабре 19 года Юзевского отозвали в Варшаве, в целях безопасности, что боялись угрозы, что его тоже арестуют, где он тогда познакомился с Пилсудским и сдружился. И в апреле 1920 года Петлюра назначил его замминистром внутренних дел УНР, а министром тогда был как раз Александр Шульгин. Я когда-то про него рассказывал, это племянник Шульгина, монархиста. То есть Шульгин монархист, а этот племянник был УНРовец такой яркий. Монархистский за газету «Киевлянин». Да, так что я говорю, известный. Вот эти надо рассматривать, вот эти расколы на уровне одной семьи. И Генрих тогда вошел в Киеве, в близкий круг академика Ефремова. А он же, не знали, что он работает на польскую разведку, а киевляне видели в нем польского художника, интеллектуала и вообще яркую такую личность. Так что там, когда к Ефремову вот эти претензии были, что за связь, так неизвестно, знал он там, что он был в разведке. Но тогда особо и не заморачивались и не разбирались. А вот эта вот позиция, такого интеллектуала и яркой личности ему, и тем более он уже от Петлюры, замминистра, помогала ему восстанавливать агентурную сеть Пилсудского. И после заключения мира с Польшей Советы потребовали выдачи Петлюры. И Юзевский тайно переправил Петлюру из Тарнова в Варшаву, в свою квартиру во дворце Речинских. И Юзевский был одним из организаторов вот этого переворота 26 года, который привел к власти Пилсудского. И он же вошел тогда в правительство в 27-28 годах, занимал пост главы кабинета премьер-министра Юзефа Пилсудского. У него дальше биография, надеюсь, будем еще с ним сталкиваться. А в это время Советский Союз начал плотное сотрудничество с Германией, потому что угроза вот этой войны получилась, и Германия, и Союз, они как отщепенцы получились, то есть на маргинесе, там проигравшая сторона, а тут заблокирована со всех сторон. И понятно, что СССР из-за аграрного государства нужно было превращать в индустриальное, это все понятно было, как говорю, экономисты, и тут большевики в этом плане, они модернизаторы очень хорошо шарили. И требовались инвестиции и технологии, а Англия это заблокировала все. США отношения только налаживались через Амторг. И тогда
А вот Германия, ободранная вот этим Версальским мирным договором, должна была выплачивать репарации 132 миллиарда золотых марок странам Антанты. И более того, вооруженные силы Германии тогда по вот этим договорам были ограничены 100-тысячной армией, им было запрещено иметь флот военный, запрещалось иметь авиацию и производить, закупать танки и орудия выше калибра 105 миллиметров. Ну, в общем, короче, повязаны по рукам, и кроме того, их территория сократилась на 13%. Я вот карту показывал, что там Польша перешли вот эти прибалтийские земли. И вот это Поморье и часть Западной Пруссии, и ну, что фактически обеспечило Польше выход к Балтийскому морю. И договоры в Локарно вынудили Германию признать потерю территории эти ради вступления в Лигу наций. И тогда вот 16 апреля 22 года между РСФСР и Германией был подписан Рапальский договор. Договор, его секретное соглашение позволили Германию производить и испытывать и выпускать оружие и обучать военных специалистов на территории СССР. Об этом, ну, как бы немного известно, но это настолько важный как бы вопрос, особенно в дальшем развитии, что я тут чуть больше уделю внимания. Это в январе 23 года был утвержден концессионный договор между СССР и Юнкерсом о передаче Юнкерсу в аренду на 30 лет автомобильного завода «Руссобалт». Это известный завод. И Юнкерс обязался переоборудовать завод для производства самолетов. И здесь были выпущены самолеты-разведчики 50 поплавковых Ю-20, 100 сухопутных Ю-21, моторы к ним было налажено производство, и даже немного пассажирских F-13. Вот девятую картинку, вот F-13, там на центральном аэродроме в Москве. И немцы скрыто собрали там 2 военных самолета для Ирана, может и больше, но это как бы то, что стало известно. И в марте 1927 года концессионный договор был официально расторгнут. Ну, там по разным причинам, там не будем даваться. Но СССР получил современный авиазавод, который стал базой советского авиастроения. И на его базе потом было создано Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, это знаменитый. А также при участии вот Юнкерса были построены немецкие авиазаводы в Харькове и в Самаре. То есть откуда в Харькове эти пошли. И Германия передала проектные документы, результаты исследований и предоставляла инженеров-разработчиков. В октябре 1927 года был также подписан контракт с BMW о выпуске в СССР лицензионных авиадвигателей BMW-6. Авиаторез заплатил $50 тысяч и должен был платить 7,5% от цены каждого произведенного двигателя. И советские инженеры обучались в Германии, и двигатели с модификациями массово выпускались под маркой М-17. Их устанавливали на танки Т-28, Т-35, БТ-7, это что в Харькове там делали, и даже на Т-34. И тяжелые бомбардировщики ТБ-3. А в 1928 году на оборонных заводах началось массовое производство легких танков Т-18 и бронеавтомобилей БА-27 и другой военной техники. Также в 1926 году, это вот предыстория, это еще не американская вот эта индустриализация, это как бы предшественники, откуда все бралось. Вот это в крестьянской стране, в которой там практически ничего не было. В 1926 году был заключен договор об организации немецкой танковой школы в Казани. Она называлась КАМА. Это сокращенно Казань, Мальбранд. Второе МА – это Мальбранд, подполковник, который возглавлял эту школу, немецкий. И совместное обучение происходило с 1929 по 1933 год. И среди инструкторов был ведущий теоретик немецких бронетанковых войск Эрнест Фолькхайм.
И прототипы немецких танков были замаскированы под тракторами. Назывались большие тракторы, Гранц-трактор, это тяжелые танки. Они назывались большими танками, тракторами. Их разрабатывали фирмы Daimler, Krupp и Rheinmetall, известные сейчас. А легкие танки, это легкие тракторы назывались, они разрабатывали Krupp и Rheinmetall. Испытания испытывались с 1932 года. Также здесь испытывались вот всякие технологии, сварные корпуса, танковые двигатели, потом было подвески, трансмиссии, установка пушек. Ну, в общем, короче, все вот эти детали тут очень, особенно вот эти подвески и трансмиссии, это как бы самое важное в танках было. И в 1932 году школу возглавил, знаешь кто? Хейнц Гудериан. Самолично. Я знаю, в Липецке. А? В Липецке или где она была? Это в Каме. Ну, в Липецке же было. Нет, там... Казани. В Липецке это самолет. А, авиационный, извини, да, точно. В январе 1933 года Гитлер стал канцлером Германии, работа школы была прекращена, все свернуто, но также был создан тогда же Томкинский полигон испытаний взрывчатых веществ, Рейхсвера и Красной армии. И после 1933 года, когда все свернули, объект развивался под названием «Войск-18». Именно здесь вот эти самый крутой центр там, в России сейчас, это химических агентов и мер защиты от ядерного оружия. И вот то, что ты говоришь про Липецк. В апреле 1925 года был подписан договор между Рейхсвером и ВВС Красной армии о создании немецкой летной школы и полигона в Липецке. И многие выпускники позже стали основой Люфтваффе и даже ВВС Бундесвера, уже позже. И в марте 1928 года на основании приказа номер 90 Реввоенсовета СССР началось строительство первых 13, дай карту 10-ю, укрепрайонов. Это я один показываю, киевский. Он как бы в глубине в Украине был Коростенский, Новоград-Волынский и Летичевский, а чуть глубже Киевский, но очень мощный. Вот в 1928 году начали строить укрепрайон, то есть началась масштабная подготовка к непредвиденным ситуациям. Но в октябре, 24 октября 1929 года в США произошло обвальное падение цен акций, началась Великая депрессия. В 1930 году она охватила Западную и Центральную Европу и сильно сказалась и на Германии, и на Польше, и уже стало не до того, чтобы нападать куда-то. Потому что экономика, вот стал третий фактор, который сорвал эти нападения. А четвертым фактором, когда тоже очень важным, разрядкой стала победа в Британии коалиции лейбористов и либералов весной 1929 года, которые симпатизировали СССР. И в октябре 1929 года Британия восстановила дипломатические отношения с СССР, и, казалось бы, на внешнем контуре все началось настраиваться, и все вроде бы стало хорошо. Но оставался внутренний контур, о котором мы и поговорим в следующий раз, где проблемы стали нарастать очень быстро и очень динамично. Хорошо. Хорошо, спасибо нашему гостю. Сергею Удовику не будет, уже вопросов тем более они нет, они смотрели как бы шокированные. Не, я сам вот когда я про булыжник, ну, как бы постарше, так знаю, вот это булыжник, это самая такая знаменитая даже во всем мире. А потом оказывается, вот откуда оно взялось. Я думал, 905 год, а на самом деле вот какие страсти были. Хорошо, мы сейчас заканчиваем, и да. Следующий мой моноэфир, выйдем, как бы разберем там основная сюжетная линия, которая сейчас есть. Так что 5 минут, и мы продолжим. Не переключайтесь пока.